Глава 256. Заговор. Когда предок клана Янь услышал, что конфуцианский ученый задает только ключевые вопросы, он не мог не выразить выражение восхищения и удивления. Затем он ответил: «Искусство великого кровавого призрака». Несмотря на то, что наши покойные предки клана Янь не использовали эту технику культивации, кажется, что это письмо чрезвычайно высоко оценивает ее, восхваляя его как дьявольское искусство номер один в сутрах тысячи призраков. После его усовершенствования оно может даже стать ведущей техникой в 6 сектах дьявольского Да. Можно также сказать, что это одна из самых страшных секретных техник. Однако эта техника слишком заносчива. Поэтому, во избежании каких-либо случайностей, ее следует культивировать в паре. Крайне важно также, чтобы их духовные корни были достаточно качественными. В противном случае, его можно будет культивировать только на 2 или 3 уровне, недостойном нашего внимания. Таким образом, если бы кто-то обладает великолепными небесными духовными корнями, он мог бы стать идеальным партнером для парной культивации. У молодого мастера секты призрака чрезвычайно редкие корни темного призрака, что делает его идеальным партнером для культивирования искусства великого кровавого призрака. Если бы он и его партнер обладали идеальными пиковыми способностями и действительно культивировали искусство великого кровавого призрака, они смогли бы культивировать его до самых глубин и быть впереди всех 6 сект. Именно поэтому секта призрака обязывается не трогать нас и даже сильно рискует, сообщая подобную информацию в канун нападения на государство Юэ, чтобы обеспечить себе возможность стать самопровозглашенным гегемоном всего небесного южного региона. Что касается того, как они узнали об истории клана Янь, есть еще лучшее объяснение. До того, как наши предки умерли, они уже связывались с сектой призрака. Полагаю, в то время им был представлен наш клан Янь. Что же касается Яньер, то, скорее всего, они уже давно сговорились, чтобы воспользоваться этой прекрасной возможностью и заполучить наш клан Янь с согласием или без. Сказав это, предок клана Янь горько улыбнулся. Стало очевидно, что опрометчивый поступок их предков с сектой призрака сейчас поставил их в безвыходную ситуацию. Кроме того, по вопросу о вторжении в 6 сект дьявольского Да, именно они рассказали мне об этом. Что касается захвата государств Цзян и Чэцзы, наш клан Янь заметил кое-что неладное за несколько дней до их прибытия. Люди, которых мы разместили в этих 2 странах, должны были регулярно отправлять нам информацию о текущем положении, но к настоящему времени мы пока не получали никаких сообщений. Вероятно, это подтверждает их историю. Что касается того, как им так легко удалось захватить эти 2 страны, согласно их объяснению, эти 6 сект заранее подкупили многих членов сект и кланов 2 других стран. В результате, они напали на них из засады и с помощью нескольких предателей 2 страны потерпели поражение в 1 удар. Прямо сейчас 6 сект почищают оставшихся, которые отказались присягнуть им на верность. Что касается использования нас для подготовки к вторжению в Юэ, это, естественно, позволит избежать больших потерь. Что касается Альянса Праведного Да в государстве Фэнду, нам не стоит на них рассчитывать. Незадолго до этой встречи я получил информацию о том, что Альянс Праведного Да уже вторгся в соседнюю страну среднего класса и почти захватил ее. Похоже, что 2 эти великие державы уже заключили тайную сделку и начали свои широкомасштабные операции по расширению. Предок клана Янь четко перечислял все ответы на вопрос один за другим. Все, кто это слышало, были потрясены. Дьявольские секты и секты Праведного Да одновременно начали расширять свое влияние. Хе-хе, если это правда, то это довольно забавно. Конфуцианский ученый, выслушав ответы предка клана Янь, произнес несколько вызывающих фраз с улыбкой. «Сюанье, что значат твои слова?» Нетерпеливо спросил сидящий напротив него беловолосый конфуцианский ученый. «Второй дядя. Это просто моя догадка. Эта догадка не имеет никакого отношения к нашему клану Янь. Давайте сначала поговорим о положении нашего клана Янь». Махнув рукой и покачав головой, ответил на это конфуцианский ученый. «ГМ». Старик встретился его тактичным опровержением и с негодованием посмотрел на конфуцианского ученого. Но перед предком клана Янь он мог только сердито сесть на место. После этой встречи могу я услышать ваше маленькое предположение?» С интересом спросил предводитель клана Янь. Если преподобный предок желает услышать, Сюанье, естественно, не станет его от вас скрывать. Услышав это, конфуцианский ученый поспешно поклонился и почтительно ответил. «Хорошо. Однако давайте сначала поговорим о нашем деле. Если мы сделаем неправильный выбор, это даже не вопрос о нашем подчинении. Это может оскорбить их, и нам стоит хорошенько подумать, сможет ли наш клан выстоять перед мощью 6 сект. В глазах рыжего старца была беспомощность. В конце концов, хотя клана Янь нельзя было считать слабым,
даже с добавлением их скрытой силы, они не смогли бы оказать даже малейшего сопротивления. Да, преподобный предок говорит верно. В настоящее время клан Янь должен бояться обоих исходов. Если мы согласимся, они могут воспользоваться возможностью поглотить наш клан целиком. Если мы откажемся, их сила будет слишком велика и принесет нам бесконечные неприятности. На лице конфуцианца было спокойное выражение. Даже в этом случае, я считаю, что нам все же стоит согласиться с их условиями и присоединиться к секте призрака. Конфуцианский ученый в конце концов дал твердый ответ. Не дожидаясь малейшего сопротивления клана Янь, он продолжил: все об этом подумали с самого начала. Если мы откажемся от их условий, какие страшные последствия нас ожидают? Но все ли подумали о том, какие мы получим выгоды, если откажемся от предложения секты призрака? Насколько мне известно, у нас сейчас хорошие отношения с 7 сектами. Но втайне они боятся, что сила нашего клана Янь будет расти и угрожать их интересам. Таким образом, в последние годы они уже скрытно подавляли нас во всех областях. Даже если мы не согласны с условиями секты призрака и утечкой информации о вторжении секты дьявольского да в 7 сект вполне возможно, поэтому мы должны быть в состоянии получить свои выгоды при любом раскладе. В конце концов, ресурсы государства Юэ уже давно поделены между 7 сектами. Какие они могут предложить нам преимущества? Кроме того, во время вторжения 6 сект в государство Юэ, даже если 7 сект государства Юэ смогут получить помощь культиваторов из других стран, чтобы противостоять сектам дьявольского да, их шансы на победу не очень велики. Нацеливание на победу — это путь к выживанию нашего клана. В конце концов, проигравший не сможет выполнить свое обещание. Эквивалентно, что принятие условий секты призрака не приносит одни только отрицательные стороны. Нам следует подумать и о преимуществах. Отправив Яньер в их секту, изучать искусство великого кровавого призрака, а также положение заместителя мастера секты при условии, что мы станем членами секты призрака, это прекрасная возможность расширить влияние дьявольского да. Таким образом, после того, как наш клан Янь присоединится к ним, мы сможем открыто и нагло расширить наше влияние. Конечно, нам следует быть осторожными, иначе мы просто будем оружием в руках секты призрака и понапрасну потратим свои силы. Но если мы сможем расширить влияние клана Янь и встать на равных с сектой призрака, они, естественно, не смогут аннексировать нас. Если наша сила станет намного больше, чем их собственная, тогда, возможно, их секта призрака будет носить название Янь. Конфуцианский ученый говорил все это откровенно и уверенно, описывая перспективу прекрасного будущего и повышая настроение у многих людей. Естественно, было несколько стариков, которые все еще чувствовали себя сконфуженными. В конце концов, разве у секты призрака могут быть добрые намерения по отношению к ним, и разве она искренне позволит им поспешно укрепиться в своей силе? Однако последующие слова конфуцианского ученого стерли их сомнения. Естественно, мы не можем позволить себе оставаться слишком уязвимыми. У нас нет ни одного средства, чтобы подавить их. Если другая сторона действительно захочет подчинить нас, тогда давайте возьмем того молодого мастера секты и 2 культиваторов стадии формирования ядра, которые его сопровождают, вместе с Жуянь и 2 нашими старейшинами, чтобы обменяться проклятиями жизни и смерти. Таким образом, они не смогут нанести вред нашему клану Янь в течение, по меньшей мере, 200-300 лет. За это время наш клан Янь сможет значительно расширить свое влияние. Если секта призрака не согласится с этой мерой, то мы принципиально не можем полагаться на их добрые намерения, и это только докажет все ваши предыдущие сомнения. Тогда станет очевидно, что это была просто ловушка для нашего клана Янь. Конфуцианский ученый предложил способ, как проверить искренность другой стороны. Предок и другие слушавшие его люди кивали головами. Они считали, что этот способ был очень надежным. Яньер, Яньвэнь, Яньцзи. Все вы отправляйтесь в комнату, где сейчас находится секта призрака, и подписывайте с ними контракт о жизни и смерти. Если они не согласятся, немедленно активируйте великое заклинание внутри зала и поймайте их там. Предок клана Янь, подумав еще какое-то время, отдал этот приказ. «Сделаем все, как вы приказали, преподобный предок». Девушка, стоявшая рядом с предком клана Янь, сладко улыбнулась и изящно направилась к передней части зала, собираясь исполнить приказ. Ее сопровождали 2 мужчин среднего возраста. «Яньер, будь осторожна. Если что-то пойдет не так, в первую очередь постарайся сбежать. Я устрою для старейшин поддержку снаружи зала». Предок клана Янь действительно переживал за эту молодую девушку клана Янь, настолько, что на его лице появилось большое беспокойство. «Будьте спокойны, достопочтенный предок. У меня есть защита фиолетового облачного флага, так что я смогу убежать, если появится какая-либо опасность».
Молодая женщина с легкостью успокоила его и вышла из зала вместе с двумя сопровождающими. Когда рыжеволосый старец, что его любимый женский потомок ушел, ему все еще было не по себе. Затем, не тратя времени на раздумья, он издал ряд приказов и выложил защитную сеть, окружавшую гостевой зал, чтобы спасти Жуянь, если в этом будет необходимость, и предотвратить побег другой стороны. В официальном зале царила спокойная атмосфера. Все присутствующие с тревогой ожидали возвращения Жуянь и двух других. Спустя время, которое бы понадобилось сжечь ароматическую палочку, талисман передачи голоса внезапно влетел в официальный зал и направился прямо к руке предка клана Янь. Предок слегка схватил талисман передачи звука, и оттуда раздался сладкий голос Янь-Жуянь. «Преподобный предок, проблема решена. Другая сторона согласилась с контрактом, который я предложила двум старшим боевым дядям. Контракт на жизнь и смерть прошел гладко. В настоящее время я нахожусь с ними в главном зале. Поскольку другая сторона по-прежнему желает поговорить с преподобным предком, я прошу вас подготовиться». Когда предок клана Янь и другие члены клана Янь узнали, что контракт на жизнь и смерть прошел успешно, все они вздохнули с облегчением. Но когда они услышали, что другая сторона хотела прийти в главный зал, все были удивлены. «Вы все покиньте зал. Сюанье, только вы останьтесь со мной». Предок клана Янь твердо отдал приказ. По его команде все старейшины и распорядители сразу же покинули зал. Глава 257. Кровавые жертвы и очаровательный мужчина. Предок клана Янь и конфуцианский ученый подождали некоторое время, прежде чем молодой мастер секты Призрака и Янь-Жуань вошли в зал для разговора. «Поскольку мой клан Янь уже согласился на союз с вашей уважаемой сектой, у молодого мастера секты есть какие-то вопросы», мягко произнес боевой предок клана Янь. Было очевидно, что он избегал того факта, что клан Янь будет в подчинении у секты Призрака в будущем. Почему старейшина Янь ведет себя так официально? Поскольку Жуянь и я теперь под присягой жизни и смерти, это можно считать нашим брачным контрактом. Старейшина Янь, в будущем вы можете просто называть меня Ван Чань. Вам не нужно называть меня молодым мастером секты. Изящно, как ветер, произнес это Ван Чань и поклонился в знак приветствия. Разве это возможно? Вы с Янер еще не обвенчались друг с другом, так как я могу так неуважительно обращаться к молодому мастеру секты. В конце концов, клан Янь вот-вот станет ветвью секты Призрака, нетерпеливо оправдался предок клана Янь, качая головой и вертя короткую бороду на подбородке. Услышав слова боевого предка клана Янь, молодой мастер секты Призрака понял, что настороженность другого человека по отношению к нему еще не полностью развеян. Таким образом, он не стал делать из этого проблему и смеялся, а затем сказал: в действительности, причина, по которой Ван Чань попросил боевого предка прийти с мисс Жуянь и встретиться снова, заключается в том, что я хотел спросить, как боевой предок готовится выполнить соглашение. В конце концов, через 5 дней наши 6 сект собираются официально напасть на государство Юэ. За это время, если клан Янь не покинет состав государства, это станет несколько сложнее. Молодой мастер секты может быть уверен в этом. Хотя в нашем клане Янь много членов клана, на самом деле некоторые из них слишком далеки от родословной, а также являются простолюдинами без магической силы. В конце концов, переместить всех членов клана сразу не вполне реалистично. Клан Янь уже подумал об этом, сказал конфуцианский ученый. Так как клан Янь готов пожертвовать некоторыми людьми, я теперь могу быть спокоен. В конце концов, если бы весь клан Янь переместился сразу, то бы не осталось незамеченным 7 сектами. В этом случае ваша репутация изменится не в лучшую сторону. Вы должно быть мастер клана Янь, Сюанье, человек 100 неслыханных секретов. Для меня большая честь наконец познакомиться с вами. Молодой мастер секты Призрака осторожно рассмеялся и сказал, когда его взгляд под маской встретился со взглядом конфуцианского ученого. Сердце конфуцианского ученого вздрогнуло, когда тот человек взглянул на него и назвал его имя и титул. Однако на его лице все еще было спокойное выражение. Младший желал встретить боевого предка не только за этим. Я также хочу знать, как клан Янь планирует удержать 200 культиваторов в стадии заложения фундамента, которые в настоящее время находятся внутри замка. Многие из них являются ключевыми учениками 7 сект. Поскольку клан Янь должен немедленно покинуть это место в течение 2 дней, проводить испытания — крайне неудачная идея, сказал молодой мастер секты Призрака спокойным тоном. Однако, значение сказанных им слов привело к тому, что выражения лиц боевого предка клана Янь и конфуцианского ученого изменились. Молодой мастер секты имеет в виду. Несколько угрюмо сказал боевой предок клана Янь.
Как насчет этого? Чтобы культивировать искусство великого кровавого призрака кровь культиваторов, принесенных в жертву, чтобы плавно начать культивацию. Как насчет того, чтобы отдать нам этих культиваторов, чтобы позволить нашей секте призрака создать великое формирование теневого пламени и использовать их физические тела и души для мисс Жуянь, чтобы она вошла в стадию заложения фундамента? Здесь столько много толстых душ культиваторов, стадии заложения фундамента, это определенно должно быть достаточно для того, чтобы мисс легко культивировала первый уровень искусства великого кровавого призрака. Молодой мастер секты призрака равнодушно предложил эту несравненно злую идею, в результате чего сердце конфуцианского ученого и боевого предка клана Янь словно замерли от холода. Абсолютно невозможно. Если бы это были просто люди из 7 сект, тогда, возможно, это было бы хорошей идеей. Здесь собралось так много людей, потому что культиваторы из других государств получили приглашение, потому что мы дали слово, что выберем партнера для парной культивации Жуянь. Наш клан Янь определенно не может сделать что-то, что оскорбило бы всех. Придя в себя, конфуцианец поспешно открыл рот и заговорил так, словно боялся, что боевой предок клана Янь действительно согласится на это предложение. «Сюанье, вам не стоит волноваться. Я еще в своем уме», — сказал предок клана Янь, махнув рукой на конфуцианского ученого, в то время, как его лицо потемнело. Затем он холодно сказал молодому мастеру секты: «Идея молодого мастера секты действительно хорошая. Но если мы действительно поступим по-вашему, хотя мир велик, нашему клану Янь больше нигде не будут рады. Клан Янь не станет брать на себя инициативу, чтобы сделать шаг по отношению к приглашенным культиваторам. Однако, я могу послать кого-нибудь, чтобы собрать культиваторов из 7 сект в одном месте. Что касается того, как с ними бороться, и можем ли мы собрать так много, это будет зависеть от ваших способностей». Конфуцианский ученый, выслушав слова боевого предка клана Янь, вздохнул и несколько раз кивнул в знак согласия. Когда молодой мастер секты призрака, в его глазах сверкнул безрадостный свет, а затем он несколько недовольно заговорил: «Души этих культиваторов будут использованы для мисс Жуянь, а люди, которые получат выгоды от этого, все члены клана Янь, но клан Янь не желает оказать нам какую-либо помощь. Это слишком неоправданное поведение». Боевой предок клана Янь был слегка испуган. Однако он тут же сказал: «Жуянь скоро выйдет замуж за молодого мастера секты и станет вашей женой. Если кто-то был в вашем положении и приложил некоторые усилия, с вашей стороны это можно воспринять как должное. Конечно, когда наш клан Янь официально станет частью секты призрака, мы, естественно, не пощадим никого из членов 7 сект. Однако, чтобы вы не говорили, на этот раз к нам были приглашены ученики 7 сект. Если наш клан Янь совершил такой поступок, репутация нашего клана среди культиваторов других государств будет уничтожена. Таким образом, лучше всего, если люди молодого мастера секты сделают ход. В этом случае наш клан Янь сможет оправдать себя перед культиваторами других государств. Кроме того, я полагаю, что, опираясь на 2 культиваторах стадии формирования ядра со стороны молодого мастера секты, вам не составит труда захватить несколько десятков культиваторов в стадии заложения фундамента». Молодой мастер секты призрака бросил глубокий взгляд на предка клана Янь, а затем опустил голову, чтобы подумать. Спустя какое-то время он поднял голову, взглянул на Янь Жуянь, которая с самого начала не открывала рта, а затем равнодушно произнес: «Поскольку боевой предок говорит так, то выходит, наша секта призрака будет действовать как злодей с этого времени. Все эти души-культиваторы могут быть приданым, которое Ван Чань передает Жуянь. Ха-ха. Я принимаю приданое молодого мастера секты для Жуянь. Жуянь, быстро отдай дань уважения молодому мастеру секты и его приданое, это немаловажное дело». На лице боевого предка клана Янь появилась улыбка, когда ему стало ясно, что клану Янь не придется идти против культиваторов в их замке. Спасибо за усилия молодого мастера секты, Жуянь навсегда сохранит их в своем сердце. Невероятно красивая, молодая женщина изящно шагнула вперед и мягко поклонилась, проговорив это сладким голосом. Ее смущенное и нежное лицо вызывало странное выражение в глазах молодого мастера секты призрака. «Мисс Жуянь, вы, будучи в состоянии как можно скорее культивировать искусство великого кровавого призрака, также хороша для Вана, так что не нужно быть такой вежливой. Пожалуйста, после того, как боевой предок подумает об этом, передайте младшему, в каком месте вы собираете культиваторов 7 сект, и тогда вы можете просто ждать хороших новостей». «Теперь Ван Чань уйдет первым», — вежливо произнес молодой мастер секты, а затем поклонился ему и ушел. Боевой предок клана Янь и конфуцианский ученый, оставшиеся в зале, глубокомысленно переглянулись между собой. Хань Ли почувствовал сильную головную боль. Эта боль возникла из-за противостояния 3 его знакомых и одного незнакомца перед ним. Знакомые люди были Янь Юй и старший боевой брат Фэн, а также Дун Сюанер, которую обнимал очень симпатичный мужчина.
Очаровательный, этим словом действительно можно было описать этого человека, как только Хань Ли увидел его. Этот человек был поистине слишком красив и андрогинен. Без сомнения, он мог влюблять в себя как мужчин, так и женщин. Если бы он не был одет в мужскую одежду, его легко можно было принять за красивую женщину. Однако, что удивило людей еще больше, было то, что, хотя его появление было настолько исключительным, никто не чувствовал, что он был хотя бы немного неуместным. Все было скоординировано и достойно. При других обстоятельствах Янь Юй и старший боевой брат Фэн не стали бы испытывать никаких дурных чувств к этому человеку. Однако сегодня они метали взглядом огонь в его сторону. Дело было не только в том, что он обнимал Дун Сюанер. Самое главное, что Дун Сюанер глупо смотрела на прекрасное лицо этого незнакомца с опьянённым выражением на лице. Хань Ли огляделся по сторонам, нахмурив брови. В то же время он нарушил молчание в своем сердце и начал громко ругаться. Он всего лишь хотел спуститься по близлежащим дорогам, чтобы вернуться в гостиницу после встречи. Кто знал, что в таком отдаленном переулке он встретит такую сцену ревности? Сегодня, даже если он захочет спрятаться, у него не будет возможности сделать это. В конце концов, прежде чем отправиться в замок Яньлин, боевой предок Хунфу попросила его присматривать за Дун Сюанер. Если бы он не видел ее, он мог бы притвориться, что не знал о нелепом поведении Дун Сюанер. Однако теперь, когда он столкнулся с ней лицом к лицу, у него не было никаких оправданий. Более того, эти двое были влюблены в Дун Сюанер. Когда они увидели его, они сначала замерли. Затем они фактически радостно подбежали к нему с просьбой, чтобы он оттащил Дун Сюанер от этого мужчины-культиватора. В конце концов, независимо от того, как они на это смотрели, опасность, которую представлял для них Хань Ли, была настолько мала, что ее можно было игнорировать по сравнению с этим очаровательным мужчиной. Казалось, что они выбрали Хань Ли в качестве последнего средства. Хань Ли выслушал просьбы этих двух культиваторов, которые были полностью расстроены из-за ревности, и он тщательно оценил поведение очаровательного мужчины и Дун Сюанер. Основываясь на словах этих двоих, после обеда они сопроводили Дун Сюанер в некоторые из самых известных магазинов, чтобы купить сырье и талисманы, но кто знал, что в одном из магазинов им встретится этот человек? Как Дун Сюанер только увидела этого человека, она сразу же влюбилась в него. Она первая подошла и стала навязываться к нему, ее поведение стало слишком раскрепощенным. Чем больше они видели, тем больше возрастала их ярость. Следующая сцена, которую они увидели, буквально заставила изрвать на себе волосы. Когда Дун Сюанер обняла того мужчину, он обнял ее в ответ и даже думал о том, чтобы забрать ее с собой. Что эти двое могли сделать? Таким образом, они преградили путь этому мужчине в этом маленьком переулке, желая, чтобы он оставил Дун Сюанер. Но этот мужчина холодно рассмеялся, потом сказал, что до тех пор, пока Дун Сюанер хочет быть с ним, он не станет ей мешать. С этим они ничего не могли поделать. Независимо от того, как они смотрели на это, Дун Сюанер сама пришла в его объятия. Глава 258. Колдовство. Когда Хань Ли более или менее понял, что произошло на переулке, он обнаружил немало странностей. Прежде всего, он не смог определить даже примерный возраст того мужчины из-за его красивой внешности. Судя по его гладкой и нежной коже, ему было около 20 лет. Однако взгляд у него был такой, будто ему было лет 30 или 40. Его поведение было таким высокомерным, как будто он был молодым мастером. Тем не менее, он мог видеть, что он был на середине стадии заложения фундамента. Именно поэтому Хань Ли осмелился остаться. Если бы сам Хань Ли не был на стадии заложения фундамента, он, безусловно, не стал бы ввязываться в такое дело. Во-вторых, с того момента, как он появился здесь, Дун Сюанер буквально не могла отвести взгляд от него. Мельком взглянув на Хань Ли, она снова повернула голову к этому красавцу. Она вела себя так, будто Хань Ли был ей незнаком. Это было довольно подозрительно. «Кто ты? Ты тоже поклонник этой молодой леди?» «Позвольте мне, Тяню, все объяснить с самого начала. Если эта молодая леди сама не пожелает уйти, тебе лучше забыть о том, что эта красавица покинет мои объятия». Когда очаровательный мужчина увидел, что Хань Ли, чей облик был ничем не примечателен, и заметил, что его культивация была только на ранней стадии заложения фундамента, он не мог не проявить презрения. Затем, погладив Дун Сюанер по плечу, он произнес это без особого беспокойства. Несмотря на то, что другая сторона показала ему такое презрение, на лице Хань Ли не было и следа гнева. В это время его взгляд несколько раз переключался между этим человеком и Дун Сюанер, наблюдая за ними. Затем он мрачно крикнул: «Как вас зовут?» Нужно быть настоящим смельчаком, чтобы использовать магию приворота на культиваторах 7 великих сект.
Когда он услышал слова Ханли, выражение очаровательного мужчины слегка изменилось, но тотчас же пришло в норму. Затем он сказал спокойным голосом: «Ты болтаешь глупости. Эта молодая женщина и я вместе, потому что мы находим компанию друг друга приятной. Если вы все не уйдете, не обвиняйте меня в том, что я применю меры». Янь Юй и старший боевой брат Фэн, который также слышал слова Ханли, внезапно осознали, что произошло. Затем они настойчиво окружили очаровательного мужчину и сердито произнесли: «Мне было интересно, почему Дун Сюанер вдруг не обращает на нас внимания, как будто она одержима. Оказывается, такой презренный человек, как вы, использовал заклинание, чтобы околдовать ее. Быстро уничтожьте свою магическую технику, иначе я не отвечаю за себя». Точно, я тоже подумал, что что-то не так. Как могла Дун Сюанер пойти с незнакомцем без какой-либо причины? Оказалось, что вы колдун. Я преподам вам урок от имени молодой леди Дун. Сказав это, старший боевой брат Фэн и Янь Юй достали свои магические инструменты с решительным намерением использовать их. Столкнувшись с угрозами от учеников ранней стадии заложения фундамента и учеником средней стадии заложения фундамента, лицо очаровательного мужчины немного изменилось, и он холодно сказал: «Вы переоцениваете себя». В этот момент Ханли почувствовал, что что-то не так. Он бессознательно чувствовал, что этот очаровательный мужчина был чрезвычайно опасен, и, таким образом, его ум в мгновение ока был взбудоражен. Он внезапно передал эти слова в ухо Дун Сюанер: «Дун Сюанер, я вижу, что у тебя все хорошо. Но ты не боишься, что боевой предок Хунфу снова запрет тебя?» Янь Юй и старший боевой брат Фэн совсем не ощущали передачи голоса Ханли, но очаровательный мужчина, казалось, что-то почувствовал. Взглянув на Ханли, он поспешно опустил голову, чтобы взглянуть на Дун Сюанер. В этот момент Дун Сюанер была в шоке и стала вырываться из объятий этого мужчины. Затем на ее лице появилось легкое выражение недоумения, словно она проснулась от великого сна. Когда Янь Юй и старший боевой брат Фэн увидели это, они были очень рады. Видя, что выражение лица очаровательного мужчины изменилось, и он хотел подойти к Дун Сюанер, эти двое мгновенно отреагировали, шагнув вперед и загородив от него девушку. Как они могли позволить Дун Сюанер, которая с трудом вырвалась на свободу, снова оказаться под его злым заклинанием? После того, как сознание Дун Сюанер полностью восстановилось, она больше не смела смотреть на этого очаровательного мужчину, будто он был чем-то страшным. Внезапно она в панике подбежала к Ханли. Затем она спряталась за его спиной, полностью оторвавшись от негодующего взгляда того красавчика. В этот момент все ее тело дрожало, а на ее лице было выражение страха. От ее прежнего злобного и непослушного поведения не осталось и следа. Выражение лица очаровательного мужчины потемнело. Он злобным взглядом посмотрел на Янь Юй и старшего боевого брата Фэн, а затем, наконец, уставился на Ханли. Видя, как эти трое смотрят на него с жестокостью, он понял, что вернуть Дун Сюанер сегодня будет невозможно. С тех пор, как сознание Дун Сюанер вернулось, эти трое ни за что бы не выпустили ее. Кроме того, если бы драка произошла, это привлекло бы большое количество культиваторов. Он не хотел, чтобы его узнали в этом месте. Но с тех пор, как он был маленьким, ему доставались любые сокровища. С этой мыслью лицо очаровательного мужчины слегка исказилось. Он грозно заявил: «Я с вами еще не закончил. Я запомню всех вас троих. Будьте готовы». Сказав это, тело этого красавца вспыхнуло радужным пламенем и, превратившись в красный свет, улетело прочь. Ханли и другие взглядом проводили его в гостинице «Спокойного ветра», где остановился Ханли. Ханли и другие слушали рассказ Дун Сюанер о том, как ее приворожил этот мужчина. Не знаю почему, но когда я встретилась с ним взглядом, я сразу почувствовала, что мой разум покидает меня. Все, о чем я могла думать, так это чтобы быть с ним, завоевать его, надеясь, что он сделает со мной что угодно. Это было так. Словно он был моим судьбоносным хозяином. Я не могла сопротивляться. Хотя я первый раз в жизни видела его. Как это могло произойти? Я, конечно, не желаю становиться чьей-либо рабыней. Когда Дун Сюанер сказал это, ее лицо побледнело. Было очевидно, что ощущение того, что ее тело и разум контролировались этим человеком, напугало ее до смерти. Ханли и двое других мужчин переглянулись между собой, но ничего не сказали. Слишком сложная это была техника. Если бы эта магическая техника была использована против них, они также были бы не способны сопротивляться. Все, больше нет повода для беспокойства. Хотя его техника колдовства была невероятной, она не может контролировать всех троих. Подумав немного, сказал Ханли. С чего младший боевой брат Ханли пришел к такому блестящему умозаключению? Услышав это, старший боевой брат Фэн вздрогнул. Это очевидно.
Если бы его техника колдовства могла воздействовать на нас, мужчин, разве бы он отступил, не использовав ее на нас? Возможно, ему недоставало магической силы, и ему не хватало возможности использовать ее снова. Однако, когда мы столкнулись с ним, мы действительно почувствовали, что у него высокий уровень магической силы. Таким образом, можно быть уверенным, то это первый случай, спокойно объяснил Хан Ли. Услышав эти слова, старший боевой брат Фэн и Янь Юй одновременно вдохнули с облегчением. Так как их потенциальный противник мог использовать свою технику только на женщин, им больше не было смысла бояться его техники. Им больше стоило бояться его магических инструментов. Старший боевой брат Хань. Если мы, женщины-культиваторы, столкнемся с этим человеком, мы останемся под его контролем на всю оставшуюся жизнь. Я не могу смириться с этим, сказала Дун Сюанер со смертельно бледным цветом лица и выглядел так, словно она хотела плакать. Это был первый раз, когда она с такой горечью сказала «старший боевой брат Хань». Когда Хань Ли услышал это, он промолчал. Он не был ее поклонником. Если она хочет, чтобы кто-то защитил ее, то она не должна надеяться на него. Однако Хань Ли не знал, что с тех пор, как он спас ее от этого грозного контроля над разумом, Дун Сюанер бессознательно стал более зависимой от Хань Ли. Увидев себя в этой опасной ситуации, она автоматически умоляла его принять меры. Пока Хань Ли думал над тем, что сказать, двое других уже были готовы защитить ее. Когда Дун Сюанер услышала, что они говорили, она почувствовала облегчение. В конце концов, с двумя культиваторами стадии заложения фундамента, защищавшими ее, казалось, у нее не будет больше никаких проблем. Первая попытка контролировать ее прошла гладко, поскольку она этого не ожидала. Но теперь она будет намного бдительнее, так что в следующий раз застать ее врасплох будет не так просто. Таким образом, Дун Сюанер немного пришла в себя. Вскоре после этого она смеялась и стала заигрывать с ними. Ее очарование достигло такого предела, что они не знали, на каком пути находится север. Когда Хань Ли увидел это, он не знал, смеяться или плакать. Можно сказать, что это искусство культивации Дун Сюанер и техника очаровательного мужчины, сбивающая с толку, была фактически разными методами, которые привели к одному результату, хотя первый и не был столь же властным. Тем не менее, ее техника очарования, несомненно, была чрезвычайно высокорангово, изумительной техникой. Это могло полностью сбить с толку человека и поработить его разум и тело. Из того, что видел Хань Ли, она ничем не отличалась от этого очаровательного человека. Они одинаково опасны. Глава 259. Движение ветра. Однако Хань Ли был несколько озадачен, хотя Хань Ли не владел техникой колдовства, он кое-что знал о них. Каждый культиватор осваивал технику глаза Бога. Ее можно было считать базовой техникой колдовства. Если разрыв в магической силе между двумя культиваторами был слишком велик, и более сильный культиватор застал другую сторону врасплох, глядя ему в глаза, активировалась техника глаза Бога, в этом случае противник был бы ошеломлен во время боя. Другие виды магических техник колдовства также полагались на разницу в магической силе, чтобы контролировать ум жертвы силой. По общепринятым нормам, не было достаточно большого разрыва между ранней стадией заложения фундамента Дун Сюанер и уровнем культивации того мужчины, взгляд которого подчинил ее себе. Это было бы возможно, только если другая сторона была культиватором в стадии формирования ядра. Однако, судя по расстроенному выражению лица того мужчины, когда он уходил, было не похоже, что он был культиватором в стадии формирования ядра. С этой мыслью Хань Ли, наконец, смог немного расслабиться. В конце концов, обида на лице того очаровательного мужчины не могла не насторожить. Когда он поднял голову, он заметил, что Дун Сюанер уже вовсю флиртовала с теми двумя, оправившись от своей травмы. При виде этого Хань Ли тихонько вздохнул и встал, желая вернуться в свою комнату. Однако, когда Хань Ли положил руку на деревянную дверь, еще не успев ее открыть, он вдруг услышал громкий мужской голос снаружи гостиницы. «Гости гостиницы, слушайте внимательно. Завтра ассамблея захвата сокровищ будет разделена на два подразделения. Культиваторы этой страны должны прийти на западную сторону замка Яньлин, а культиваторы других стран — на восточной стороне. Мы просим всех гостей прийти как можно раньше. Те, кто прибудет поздно, автоматически будут дисквалифицированы». После того, как этот голос повторил это сообщение еще 3 раза, он, похоже, ушел. Когда Хань Ли услышал эти слова, он был поражен. Но он не придал этому никакого особого значения и пошел в свою комнату. Хотя Хань Ли был удивлен разделением культиваторов на соревнованиях, он не чувствовал, что что-то было не так.
В конце концов, если бы культиваторы из 7 сект и иностранные культиваторы должны были сражаться, это наверняка могло спровоцировать неприятности. Подобный ксенофобский менталитет был распространен повсеместно. Это уже было видно по поведению в чайной. Поэтому Хань Ли просто сел, скрестив ноги, намереваясь медитировать и усовершенствовать ци всю ночь в качестве подготовки к завтрашней ассамблее захвата сокровищ. В какой-то комнате в замке Янь Лин на деревянном стуле сидел очаровательный, дьявольский мужчина. Несколько мужчин и женщин перед ним делали отчеты. Как только человек слушал без выражения, в его глазах мелькнуло легкое сияние. Никто не знал, почему он тогда холодно улыбнулся. В этот момент на западной стороне горного пика замка Янь-Лин находилось более 10 культиваторов секты Призрака, одетых в зеленую одежду, которые спрятались под землей. Молодой мастер секты Призрака и 2 культиватора стадии формирования ядра безразлично смотрели на сцену с воздуха. Что насчет этого? Эта последняя минута формирования Великого Огня Инь настолько слаба. Будет ли оно эффективно? Внезапно спросил молодой мастер секты Призрака. Молодой мастер секты, вы можете быть спокойны. Нет никаких проблем. Хотя это заклинание последней минуты, наши ученики управляют им. Оно сможет отображать эффективность нашей ловушки. Естественно, если культиваторы последней стадии заложения фундамента используют свои магические инструменты, им, возможно, удастся скрыться, но подавляющее большинство культиваторов наверняка не смогут убежать. Затем старый мужчина кашлянул несколько раз и сказал это, покачав головой. Ох, какое облегчение! 12 охранников, которых я привел из секты Призрака, не останутся без дела. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы справиться с оставшимися, спасшимися из ловушки. Молодой мастер секты Призрака сказал без малейшего волнения в голосе. Братли почувствовал, что это не проблема, и больше не произнес ни слова. По правде говоря, если бы он не требовал сохранения души и истинных духов этих культиваторов, 2 брата могли бы позаботиться об этом. Истребление нескольких культиваторов стадии заложения фундамента было для них плевым делом и не стоило лишних беспокойств. За несколько тысяч километров в тайной комнате долины Желтого Клена собрались 8 экспертов в стадии формирования ядра, нервно слушая старика в желтой одежде. Выслушав слова этого старика, лица всех их помрачнели. Мастер Хань Ли Лихуэйвань, бессмертная женщина Хун Фу и даже тот толстяк Лэй Ваньхэ были среди них. Все они выглядели чрезвычайно расстроенными. Вскоре после того, как культиваторы покинули секретную комнату, вся долина Желтого Клена начала усиленные приготовления. Талисманы передачи звука разлетелись по всему небу. Под бурей талисманов множество культиваторов беспорядочно металось на летающих магических инструментах. Несколько мгновений спустя группы культиваторов покинули долину Желтого Клена в ту самую ночь, рассредоточившись во все стороны. Похожее приготовление разворачивалось в остальных 6 сектах. Кроме того, у каждой секты были посланники во все стороны. Казалось, что мир культивирования Юэ в одночасье стал кровожадным. В последующие дни кланы всех размеров государства Юэ получили приказ о воинской обязанности, запечатанный мастером секты из 7 великих сект, призывая каждого выдающегося ученика клана. Неповиновение каралось смертной казнью. Естественно, когда 3 дня спустя приказ о призыве прибыл в клан Янь, никто не ответил. К тому времени клан Янь уже был пустым. Поскольку Хань Ли и другие культиваторы из 7 сект были слишком далеко, они, естественно, ничего не знали об этом. В результате, на 2-й день, с восходом солнца, культиваторы прибыли на западную сторону горного пика. На этом месте уже было создано огромное заклинание. В центре формирования стояло 2 мужчин среднего возраста, одетых в одежду клана Янь с закрытыми глазами. В задней части заклинания была короткая каменная платформа. На этой каменной платформе стояло более 10 членов клана Янь, слегка окутанных туманом. Они о чем-то говорили. Казалось, что они ждут, когда соберутся все культиваторы. Хань Ли уже прибыл на вершину горы. Он пришел один, а не вместе Дун Сюанер. На горной вершине он наткнулся на ученика средних лет, ученика секты Гигантского Меча, по имени Ба, который тоже прибыл рано. Они болтали о чем-то, когда что-то внезапно пришло в голову Хань Ли. Старший боевой брат Ба, а что делает это заклинание? Вы не знаете. Когда Хань Ли увидел огромное количество заклинаний, это показалось ему странным. После минутного разговора он не мог не спросить об этом. Я не знаю. Я не очень хорошо разбираюсь в заклинаниях, но я считаю, что это должно быть ограничение защитного барьера. В конце концов, здесь должно происходить соревнование учеников в стадии заложения фундамента, иначе эта маленькая гора не сможет выдержать нашу суету. Культиватор по имени Ба поднял подбородок, не обращая на это особого внимания.
Вероятно, так и есть. Хотя Хань Ли сказал это, он чувствовал, что что-то было не так. Это было не то, что он мог ощутить с глубиной своей магической силы, а скорее реакцией, полностью вытекающей из его интуиции. Хань Ли нахмурил брови и огляделся по сторонам. В этот момент уже прибыло более 30 культиваторов. Появились даосские священники из секты Абсолютной Пустоты. Это женщина Фан из Небесной Императорской крепости и другие, которых он узнал. Кроме того, все они собрались в группы по 3 и 4 и разговаривали между собой. «Брат Хань, поприветствуем их». Уфацзы и другие пришли. Культиватор по имени Ба увидел, что другие пришли и предложили это Хань Ли с улыбкой. «Брат Ба, не стесняйтесь, идите. У маленького брата еще есть несколько вещей, о которых стоит подумать. Пожалуйста, не позволяйте мне вас беспокоить». Хань Ли слегка покачал головой, не желая объединяться с таким количеством людей. Это казалось слишком трудным. Ученик секты Гигантского Меча пожал плечами. Хотя он был немного озадачен, он решил подойти сам. В конце концов, такие хорошие возможности, чтобы подружиться с культиваторами из других сект, было трудно найти, поэтому он не стал бы легко упускать их. Когда Хань Ли увидел, что брат Ба ушел, он не остался стоять на месте. Вместо этого он отыскал укромное место и направился к самому дальнему углу от формирования заклинаний. Затем он равнодушно посмотрел на движения других культиваторов. Час спустя Дун Сюанер и старший боевой брат Фэн, наконец, прибыли. По прибытии они сразу же направились к толпе культиваторов с долины Желтого Клена. Вскоре после этого Дун Сюанер снова почувствовала себя, как рыба в воде, благодаря такому количеству мужчин. Однако Янь Юй, который крутился рядом с ней предыдущие дни, и след простыл. Хань Ли бы несколько удивлен этим. В этот момент все культиваторы в одежде клана Янь, которые стояли на каменной платформе, на самом деле были культиваторами секты Призрака, подсчитывающими количество людей, которые появились. «Молодой господин, у нас все еще не хватает 2 человек. Должны ли мы еще ждать?» После того, как они посчитали число людей, один из секты Призрака сообщил об этом мастеру секты. «Нет смысла больше ждать. Немедленно сообщите 2 старейшинам о начале Великой Формации. Если это затянется надолго, некоторые умные культиваторы могут почувствовать, что что-то не так. Это будет намного хуже. Что же касается тех 2 культиваторов, которые не явились из 12 стражей, оставь 8, а остальные пусть найдут и истребят их. Независимо от причины, по которой они не появились, не позволяйте им покинуть замок Яньлин». Молодой мастер секта Призрака отдал приказ. Убийственные намерения пронизывали его слова. Глава 260. Ловушка. Культиваторы, стоявшие рядом с молодым мастером секты Призрака, получив приказ, передавали сообщение братьям Ли. Но вдруг с испуганным выражением лица повернулись к молодому мастеру и снова попросили дальнейших указаний. Молодой мастер, 2 старейшин сказали, что есть 3 культиватора, которые находятся слишком далеко от заклинания. Если мы начнем, они останутся снаружи заклинания. Пожалуйста, проинструктируйте нас, как заманить их поближе. В глазах молодого мастера секты Призрака было изумление. Он нахмурился. Он никак не ожидал этого. Можно сказать, что диапазон великого ограничительного огня был невелик, но все же были люди, которые оказались вне пределов его досягаемости. Это было довольно странно. Думая об этом, молодой мастер секты Призрака Ван Чань поднял голову и посмотрел. Конечно же, он увидел тех 3 человек, которые находились вне зоны формирования заклинания. 2 из этих людей были мужчиной и женщиной из секты Маскирующейся Луны. Они целовались снаружи, за пределами северо-восточного угла формирования, шептались под большим деревом. Они были настолько влюблены друг в друга, что решили держаться подальше от толпы. На западе, рядом с каким-то горным утесом, в 30 метрах от границы формирования, стоял мужчина в желтой рубашке, который выглядел совершенно обычным. Он наблюдал за вершиной горы и был очень осторожен. Естественно, это был Хань Ли. «Значит, эти 3. Задумчиво сказал себе Ван Чань. Пробормотав это, он тихо сказал несколько слов другому члену секты Призрака, который стоял рядом с ним. Подчиненный, который его слушал, непрестанно кивал головой в знак согласия. Этот культиватор секты Призрака в одежде клана Янь прошел на платформу, в туман. Затем он стоял недалеко от заклинания и громко кричал: «Все гости, которые пришли для участия в собрании, подойдите, чтобы зарегистрироваться. После того, как мы запишем ваши данные, выходит, ассамблея захвата сокровищ официально начнется».
Крик этого человека сразу привлек внимание других культиваторов. Они стали приближаться к платформе по очереди. Пара влюбленных из секты маскирующейся луны несколько неохотно направилась вперед в пределы ограничительного заклинания. При виде этого Ван Чань не мог сдержать, улыбнулся под маской. Однако, когда его взгляд обратился к Хань Ли, улыбка тут же исчезла с его лица. Это было потому, что Хань Ли не сдвинулся с места. Казалось, будто он совсем не собирался регистрироваться. Он лишь наблюдал за толпой культиваторов, собирающихся вместе. «Из какой секты тот ученик?» Через некоторое время холодно спросил Ван Чань. Судя по его одежде, он культиватор долины Желтого Клена. Культиватор из секты Призрака, казалось, чувствовал, что молодой мастер был в плохом настроении. Он отвечал очень осторожно. «Скажи двум старейшинам, чтобы начинали. Кажется, этот ученик что-то подозревает. Я сам с ним разберусь, это впечатляет», — без интереса сказал Ван Чань. Однако из его глаз можно было увидеть слабый, кроваво-красный отблеск. Казалось, что запахло кровью. «Да, молодой мастер». Несколько культиваторов секты Призрака вздрогнули от неожиданности и почтительно ответили. Наблюдая издалека за происходящим, Хань Ли облокотился о скалу. Казалось, он наблюдает за группой культиваторов с улыбкой на лице. Однако, если бы кто-то внимательно посмотрел на него, можно было бы обнаружить, что его улыбка была слишком жесткой. Кроме того, его лоб был покрыт тонким слоем пота. Все члены клана Янь фактически являются культиваторами секты Призрака. Мгновение назад Хань Ли сделал это шокирующее открытие. Изначально, когда члены секты Призрака замаскировались под членов клана Янь, Хань Ли не имел ни малейшего подозрения. Когда он услышал, что должен был идти на регистрацию, он намеревался подчиниться. Однако, в тот момент, когда человек поднял руку и обратился к толпе культиваторов, Хань Ли к своему ужасу обнаружил, что у члена клана Янь действительно были темно-зеленые ногти длиной около полудюйма, точно такие же, как ногти культиватора с желтыми волосами из секты Призрака. Хань Ли был чрезвычайно шокирован и сразу почувствовал, как будто его облили холодной водой. Его сердце вмиг похолодело. Не может быть, чтобы у обычного человека были такие темно-зеленые ногти. Может быть, они... После того, как Хань Ли пришел к такому выводу, он, естественно, не хотел идти вперед. В это время он делал все возможное, чтобы сохранить легкую улыбку на лице, наблюдая за происходящим. Однако, люди вокруг него не выглядели взволнованными. Может быть, это было просто совпадением. Хань Ли немедленно опроверг мысль, что это было совпадением. В этом мире. Разве могут быть такие совпадения? Более того, даже если бы это было всего лишь совпадением, он все равно не пошел бы на такой риск, особенно с таким подозрительными ограничительными заклинаниями вокруг. С этой мыслью Хань Ли больше не колебался. По взмаху руки появилась его лодка божественного ветра. Однако он еще не успел забраться на нее, как его опередил голос сверху. Кто бы мог подумать, что у кого-то в таком молодом возрасте так развита интуиция? Вы смогли увидеть наши ошибки так быстро и хотели скрыться. Неужели вы даже не хотите попытаться остальных? Сердце Хань Ли ушло в пятки. Недолго думая, он внезапно топнул ногой по земле, и его фигура внезапно отскочила назад. Метнувшись на 30 метров, он, наконец, остановился. Но затем он шлепнул себя по боку, и его тело окутал красный барьер. Следом за красным барьером появился лазурный световой барьер. В этот момент послышался слегка удивленный вздох. Неизвестно, был ли это вздох восхищения быстрой реакцией Хань Ли или его изумление тем, что почти одновременно активировали два защитных барьера. Услышав это, Хань Ли почувствовал себя немного спокойнее. Затем с торжественным выражением лица он поднял голову к небу. В 30 метрах над собой он увидел человека в серебряной маске и зеленой одежде, который стоял на огромных вилах длиной около 10 метров. Темно-зеленые вилы были окружены слоем черного ци, что выглядело довольно ужасающе. Увидев это, сердце Хань Ли стало похолодело, и он бессознательно произнес: «Молодой мастер секты Призрака». Хех. Кажется, мне не нужно даже представляться. Здорово, что ты знаешь, кто я. Тем не менее, тебе же лучше по доброй воле войти в это ограничительное заклинание и прожить немного дольше, иначе я немедленно вырву твою душу. Кровь в глазах Ван Чань, похоже, стала гораздо более концентрированной, чем когда он был на земле. Его глаза теперь были почти полностью покрыты кровью, в его взгляде была неописуемая жестокость. С одного взгляда сердце Хань Линь стало бешено биться. Он не знал, какую страшную секретную технику он культивировал. Однако, когда он услышал слова «войти в это заклинание», Хань Ли приподнял брови в изумлении. Он перевел взгляд, и та сцена, которая развернулась перед ним, привела его в ужас.
Неизвестно когда из центра огромного формирования появился огромный черный световой барьер, охватывающий более 300 метров в радиусе. Плотный темно-красный туман заполнил барьер. Мало того, что происходящее внутри было невозможно разглядеть, изнутри не было слышно ни звука. Вокруг светового барьера стояло 8 культиваторов в зеленой мантии. Они внимательно наблюдали за происходящим внутри темного барьера, ни один из них не смотрел в сторону своего молодого мастера. Казалось, что подчиненные этого молодого мастера секты полностью доверяют ему. После того, как Хань Ли повернулся к нему, он быстро пришел в себя. Он не смел больше отвлекаться. Без сомнения, хотя этот молодой мастер секты Призрака был только на средней стадии заложения фундамента, он был чрезвычайно страшным противником. Если Хань Ли потеряет бдительность хотя бы на мгновение, он останется в этом мгновении навечно. С этой мыслью Хань Ли потянулся рукой за талисманом, и из его ладони вырвался белый свет. Он поднял руку вверх, и в мгновение перед ним появился щит белых чешуек, закрывавших его от нападения. Другой рукой он высвободил свою лодку божественного ветра в 30 метрах от себя, где она осторожно плавала в воздухе. Следующим шагом плана Хань Ли было, естественно, сесть на лодку божественного ветра и немедленно сбежать. Только идиот остался бы здесь и решительно рискнул бы жизнью против молодого мастера секты Призрака, да что там говорить о сражении с молодым мастером секты. Даже если бы он смог победить этого молодого мастера, у него было бы много помощников. Он никогда не мечтал встретить свою смерть в толпе врагов. Таким образом, Хань Ли собирался поспешно вернуться в долину Желтого Клена и доложил бы своим начальникам о сговоре между сектой Призрака и кланом Янь. Что касается Дун Сюанер и старшего боевого брата Фэн, они могли только надеяться, что их мастера придут и спасут их. Видя движение Хань Ли, Ван Чань дико взвыл от смеха, заставив Хань Ли почувствовать сильный озноб. «Думаешь о том, чтобы сбежать? Как насчет того, чтобы я отправил тебя на другую сторону?» Сказав это, молодой мастер секты Призрака внезапно развернулся на вилах, и в одно мгновение алый, кроваво-красный туман бросился вперед, приближаясь к Хань Ли в виде окровавленного облака шириной более 30 метров. Когда Хань Ли увидел это, он не осмелился больше колебаться. Он прыгнул в свою лодку божественного ветра и использовал всю ее максимальную скорость. В мгновение лодка с пассажиром на борту превратилась в полосу белого света, мчащегося к небу, чтобы спастись. «Хех! Глупец, ты ничего не знаешь. Моя техника уклонения искусства великого кровавого призрака больше, чем просто быстро. Тебе не сбежать». Дикие усмешки Ван Чань продолжали следовать за Хань Ли. Хотя Хань Ли не поворачивал головы, он почувствовал, что голос того человека становится все ближе и ближе. Техника уклонения от этого человека была действительно намного быстрее, чем максимальная скорость его лодки божественного ветра. Лицо Хань Ли мгновенно помрачнело.